Привет, меня зовут Никита, а это новое видео прямиком из Филиппин. Еще раз всем привет, и хотелось бы начать это видео с такого небольшого отступления. Я знаю, что долгое отсутствие видео на моем канале вызвало у многих вопросы, было много комментариев по этому поводу. И вот хотелось бы, наверное, извиниться за долгое отсутствие видео на моем канале. Причиной всему этому были мои личные обстоятельства, которые, так скажем, помешали мне полностью погрузиться в видео, заняться съемкой. Было очень много работы, проходил параллельно онлайн-обучение, несколько раз успел переболеть ковидом, но сейчас все хорошо, и я надеюсь, что смогу и дальше вас радовать видео, и обещаю, что впредь видео будут выходить гораздо-гораздо чаще. Спасибо вам за ваше терпение и поддержку, что не отписались от меня за столь долгие месяцы. На канале вас уже 1500 подписчиков, и я невероятно счастлив этому, что за столь короткое время удалось набрать столько подписчиков. Хотелось бы в этом видео с вами поделиться малой частью подводного мира Филиппин, показать его прелести и красоты. И сегодня я отправлюсь на соседний остров и буду плавать с настоящими китовыми акулами. Надеюсь, вам понравится. Погнали! Ну вот и все. Добро пожаловать в Лилу. Местечко находится на острове Бохол, примерно в часе езды от острова Панглау. Сейчас такая жаришка на бортовом компьютере моего мотороллера 33 градуса. Весь обгорел, пока ехал. Нужно надевать что-то с длинным рукавом. И сейчас пойду оплачивать на вход. Стоит это 1500 песо, чтобы поплавать с китовыми акулами. Они здесь не постоянно. Они как бы мигрируют, и их подкармливают, прикармливают, приводят сюда. Вот здесь такой пляж, с которого можно на лодочке добраться вон туда. Там находятся спасатели, которые приглядывают за тобой, и туда приманивают всех акул. В общем, все, не буду долго разговаривать, пойду на вход оплачивать. И сейчас будет такой плавный кинематографичный переход сразу к делу.
Переместился я в такое небольшое кафе на берегу моря, неподалеку от места с акулами. В общем, что я хочу вам сказать, это не описать словами. Этот экспириенс с акулами. И это просто нужно испытать на себе и попробовать. Когда рядом с тобой проплывает такая огромная глыба, и это живой организм, ну, до мурашек. Захватывает дух просто. Я приехал, получается, в 10:30 утра. Это уже под конец рабочего дня, их рабочего дня. Они работают с 6 до 11 утра, чтобы не перегружать акул стрессом. И получается, это, наверное, самое лучшее время, что я приехал, потому что уже не едут большие потоки туристов. И когда я уже оплатил и пошел на лодку, со мной была только одна девушка, которая тоже была одна. И нас двоих на одной лодочке повезли к этим акулам. Да, помимо нас, конечно, еще были другие люди, спасатели, какие-то дайверы, те, кто занимается прикормом рыбы, ну и так далее. Но, в общем-то, не было такой большой суматохи, больших групп туристов. И это круто. Так что, если планируете, то, наверное, лучшее время это раннее утро, то есть в 6 утра, либо вот под конец уже. Когда мы погрузились в воду, акул не было вообще, то есть мы плавали где-то минут, наверное, 10, и в ожидании акул просто снимали рыбок, и пока кто-то не подозвал этих, они, то есть, уплыли куда-то в море, другие работники, и приманили уже акулу. И подошла такая, ну, для меня она была большая, но оказалось, что она вообще маленькая относительно других. И подошла только одна акула, мы начали с ней, как бы все вокруг нее начали плавать, нырять, снимать, вот. И потом, наверное, минут через 10 еще подплыли еще две огромные акулы. И вот там я уже понял настоящий размер китовой акулы. Ну, не могу описать, сколько в метрах, ну, наверное, метров 8, может быть, чтобы не переборщить с размером. Вот. И работники сказали, что вот одна из них, из трех, которая была самая большая, такой еще здесь не было. Так что мне крупно повезло. Они так неожиданно резко появились, эти две акулы, что, получается, ты оказался в окружении трех. Одна как бы выныривает немножко, другая слишком под тобой проплывает, третья вокруг тебя. И ты теряешься, начинаешь снимать одну акулу, и я случайно ластами задеваю, что-то задеваю. Я смотрю вниз и вижу огромную вот эту акулу. Их вообще трогать нельзя, потому что ну, для них это тоже какой-то стресс, это штраф большой. Просто до мурашек, знаете, захватывает дух, когда вокруг тебя плавают такой живой организм огромный. И вообще китовая акула это самая большая рыба на планете. И к тому же самая большая акула из всех акул. Это однозначно стоит того, так что если у вас появится возможность когда-нибудь в жизни, не пожалейте денег, не пожалейте ничего. Это определенно стоит того, это эмоции на всю жизнь. Акулы эти вообще не опасны для человека, они питаются только планктоном, но когда они открывают пасть и засасывают воду в себя, да, вместе с планктоном, такое ощущение, что сейчас тебя туда засосет, особенно когда ты рядом находишься. Но, в принципе, ничего такого не происходило. Вот. И ну, это просто не описать, это нужно прочувствовать. Но на этом не все с подводным миром в этом видео. Сейчас я хочу вернуться на остров Панглау и поехать на риф на Палинг. Там можно покупаться и встретить сардин. И возле красивого рифа тоже можно поснимать. Немного пасмурно, но надеюсь, сегодня еще успею покупаться с ним. Так что продолжение следует. Все, добрался до рифа на Палинг, припарковался. Уже он там оплатил. Стоит вход 300 песо. И сейчас пойду осмотрюсь, а потом вернусь за ластами и маской. Так, здесь все красиво оборудовано. И вот все люди уже группами плавают. В основном корейцы, туристы. В поисках сардин. И все, спускаешься здесь и плаваешь вокруг этого рифа. Да, людей много, но, надеюсь, это мне не помешает. Все, погнали.
Пока плавал с сардинами, пошел дождь. Сейчас такая пасмурная погода. Небо затянуто. Похоже, на Филиппинах начинается сезон дождей. Вот таким получилось это видео, и я старался передать все эти красивые картинки ровно так, как я видел их своими глазами. Хотелось показать, какой прекрасный мир нас окружает, что не все ограничивается только одной страной. На свете столько всего прекрасного и красивого, и хочется вдохновлять вас на такие путешествия, чтобы вы пробовали для себя, открывали что-то новое. Если вам понравился этот влог, не забудьте подписаться и оставить комментарий, так как долгое отсутствие моих видео, возможно, как-то выбило меня из алгоритмов YouTube, и ваши комментарии и лайки очень сильно мне помогут. А также вы не пропустите новые видео. И помните, жизнь полна удивительных моментов, а я в свою очередь постараюсь ими с вами поделиться. Пока-пока.